Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Evil West. Игра у нас вышла, по-моему, вчера или позавчера в Стиме. Вот. И, значит, это у нас, в принципе, шутер от третьего лица в ковбойском стиле. Вот у нас персонаж очень похож на Эрона Блэка из Mortal Kombat. Вот. И будем охотиться им, я так понял, что на вампиров, на всякую нечисть. В общем, если я верно понимаю, то это у нас чем-то похож на Ван Хельсинга, возможно. Обзорщики ругаются, то что графика там типа уровня PS3, но давайте смотреть, насколько эта игра будет классная. Давай, новая игра. Сложность обычная, истинная смерть, это бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, все, давай, новая игра. Пока вроде графон на уровне, как бы. Посмотрим. Темные силы пытаются уничтожить Америку с самого дня ее основания. Во время войны с вампирами тайная организация начала подготовку людей с выдающимися навыками. Агент противостоит силам зла, стоя на страже простых людей. Еще прям запах RDR 2. Не, класс, мне нравится. Злой Запад. Хроу сказал, что его источнику можно верить. Источнику этого сукина сына, может, я и верю. Уход на покой просто преобразил твой норов. Покой мне нравится, а вот когда меня из него вырывает, ради чего ограбление поезда, та еще боль в заднице. Надеюсь, Честер поразговорчивее твоей сварливой задницы. Тебя, мальчики, на побегушках, не беспокойся, динамит развязывает язык. Кстати, о динамите. Честер не будет сговорчив, если его кишки разлетятся по всему вагону. Я во взрывах кое-что смыслю, Эдгар. Едет. Погоди. Давай. Кстати, вот у них еще доспехи похожи, ну не доспехи, вот одежда. Да, у Хэроу будет в восторге. Хэроу может поцеловать меня в задницу, он мистер обороны, а не министр мостов. Взглянем поближе, я наверх. У них одежда еще очень похожа на Орден 1886. Так, добраться до моста. Поползли. По-моему, желтого многовато. Переплыть. Угу. Так, ну у нас оружие, по-моему, только кулак и все, да? Попробуем. Так, взаимодействие с окружением. В некоторых местах можно выполнить особые действия. Подойдите к значку и нажмите пробел, когда вместо него появится. Хорошо. Тарзанка, короче. Стой. Монетки. В общем, мы тут деньги собираем, да? Возможно, на них нужно будет что-то покупать. Апгрейды какие-то. Там где-то бандиты рядом. Черт, сейчас. О. А у нас эти бандиты нечисть всякую перевозили, да? Так, каждый агент института Рантье носит
стальную перчатку. Ну, в общем, бейте врагов перчаткой. Хрена тут пояс разнесло. Похвально. Что там, нажмите карту, да, чтобы посмотреть. А, нет, это описание, в общем. Заряженный сосуд. Слабейшее звено в генеалогическом древе кровопийц. Ну, в общем, это низшая каста вампиров. Ладно. Вампиры и вампиры, что, делов-то. Так, маневрирование. Маневрируйте в бою, чтобы быстро уворачиваться от вражеских атак. Нажмите пробел, чтобы уклониться, или дважды, чтобы выполнить перекат. Блин, ну тут, наверное, удобнее на геймпаде будет играть. Но если это шутер, то по идее все-таки клавомышь тут удобнее будет. Но это не точно. О, здравствуйте. Тихо. А как цель поймать? Я бы захватить цель хотел. Давай вот мы вот сюда сходим. Нет, он не забирается на определенные моменты. Здесь у нас что? А как открыть? В общем, у нас на пробел основное действие. Оу май. Денег собрал. Хорошо. Дальше пошли. Не, ну так-то в целом все неплохо, но правда, что-то многовато желтого цвета. Так, а если мы сюда сходим? Просто небольшой секрет. Деньжат-то тоже надо, да, собрать? Оп, что я взял? Год рождения 57, 64, 81 распределены по выдержке из чего-то там. Что это такое? Мужчина обычно родился около 57 года, женщина 60 года. Тучный. А что мне это должно дать? Непонятно. Вы все мертвы. Черт. Ну да. А что он хотел-то от них, я не понимаю. Вроде взрыв же был, причем довольно-таки неплохой. Ищите лежащие вокруг деньги, они пригодятся позже. В стороне от основного маршрута также могут быть спрятаны сундуки. Пройдите по мешку с деньгами, чтобы подобрать ее. Не советую нас разочаровывать, Честер. Когда мне пистолет дадут? Так, нажмите во время уклонения перед движением, чтобы приблизиться к противнику и тут же атаковать его. Давай попробуем. Кувырок и вот так. Ну, норм. А захват цели у нас будет? Странно, но нет. По идее, после такое управление удобнее играть все-таки на этом, на геймпаде. Правда, с обзором будет тяжеловато, но ничего. Ко всему спокойно. Ко всему можно привыкнуть. Давай еще раз попробуем. Перекат с атакой. Бам. Так, у меня полжизни уже снесено. С для лечения. Хорошо. Так-то лучше. У нас как-то реген лечения есть или нету, интересно? Пока неизвестно. Так. Большинство противников можно подбросить в воздух мощным апперкотом перчатки. Удерживайте, чтобы выполнить апперкот. Продолжайте бить по врагу с помощью, чтобы он оставался в воздухе. Devil May Cry, ты или это? Да нет, особо они в воздухе противники не висят, кстати. Оп, я промахнулся. Спокойно. Один с хоботом, как пылесос. Муравьед, походу. Ну и он там помер самостоятельно. Нормально. Так, давай поищем. Может быть, гробы можно разбивать? Нет. Гробы нельзя разбить. Надо как-то пересечь реку.
Давай-ка сделаем. Окей. Так, ну вот. Будет неприятно, если эта штука обрушится. Согласен. Вот у меня реген, пополнение здоровья восстановился. Походу тут аптечки бесконечны. Давай. Так, удерживайте так, чтобы нанести апперкот врагу и тут же выполнить пушечный удар. Попавшие под него противники могут быть убиты элементами оружия. Так у меня только один элемент оружия. Ну, понятно. В принципе, кнопки одни и те же, только смотря в какой последовательности нажимаешь. Не угадал ты, мужчина. Слушай, еще, кстати, по боевке это немного похоже на God of War. Ну, вот, которая 18-го года. Пока все прикольно. Мне нравится. Так, дальше пошли. Откуда у него кнут вылезает? Из руки, что ли? Какая? Перчатка многофункциональная. Ну, чисто такой коридорный экшен, походу. Так, прерывание вражеских атак. Нажмите... вражеские смертоносные атаки нельзя прервать обычными способами. Нажмите М, чтобы прервать их с помощью нокаута. Здорово, Тостер. Так, секундочку. Давай-ка мы тогда немного изменим управление, чтобы удобнее было парирование вот это делать. Пинок. Вот так. Тихо, мужик. Как тебе, пендаря? Вот реально боевка God of War, короче. Что это? Эффект на добейте находящегося на грани смерти врага. Подойдите к светящемуся желтому противнику, нажмите, чтобы убить его. Добивающий удар дают аптечки. Вы неуязвимы во время выполнения добивания. Окей. Кровавенько будет, походу, скоро. Ну-ка, на-ка. Отлично. Найс. Тебе конец, друг. Какая-то сюжетная запись. Великаны Джену. Огромные хищники-каннибалы, выходцы из североамериканского племени Джену, славящегося внутренними габаритами своего народа. Неуклонное сокращение численности побудило их заключить сделку с кровопийцами. Ну, в общем, это чуть-чуть повыше рангом, чем кровососы. Окей. Ага. Стой, а тут есть, кстати, прокачечка у нас, я смотрю, да? О, можно желтые выбрать. Шмоточки. Забавно, но красные меня больше прикалывают. Оружие. Которого у меня пока нету. Ну, я смотрю, он сможет с ружьем бегать и каким-то пистолетом. Будет красным. Это что? Ну, тут то же самое. Ты просто цвет выбираешь и все. Окей. Оставим пока по дефолту. Отлично, снова клещи. А это вот чел с ружьем, это наш, да? Давай сначала мы мелких выносим, а потом большого. Главное уворачиваться периодически. Вот так вот. Стоять. На-ка. Тихо, тихо, тихо. Я тут немножко попал. А давай спинка ему. Вот так, тоже хорошо. И пушечный удар. Короче, пока он рукой махал, я ему напинал. Добивание... Нет, добивания разные, смотри-ка. Прям можно ему фаталити забацать. Ой, еще двое. Очень похоже вот это парирование. Отвали. Очень парирование, это похоже на бладборновские парирования, когда он стрелял-то с этого... Ай-яй-яй. Когда он стрелял с мушкета своего.
О, как. Не, ну шикардос. Шикардос просто. Хоть такой игры, конечно, не хватало на PS3. Там ругается народ на графику. Но по мне так вообще очень классно все сделано. Пока что. Дальше посмотрим. Как забраться? А, ну, тут все на одну кнопку действия. Игра заточена прям под геймпад. Сейчас еще посмотрим, что у нас шутерная составляющая покажет. Вниз никогда. Угу. Дальше. Господи. Господи Иисусе. Кстати, в жизни самостоятельно пополняется, если хорошо парирование сделал по ходу. Спринт, что там, обычные бега. Ну, быстрее обычного бега. Слава богу, мне хотя бы бегать разрешили. Что это? Денежка. Нет, это не деньги. Письмо Честера Моргана. В общем, он озвучивает то, что у тебя написано здесь в письме. Дружище, угадай, кто едет первым классом и отвечает за самый серьезный груз в истории Шабаша. Или Шабаша. Ладно. Помнишь, как мы мечтали однажды там оказаться? Что ж, мое время настало. Скоро я окажусь среди сливок общества. Древнейший, мудрейший, сильнейший. Вот оно, начало. Если я все сделаю правильно, через 100 лет мне будут прислуживать жалкие людишки вроде тебя. На этом все. Вынужден с тобой попрощаться, и у меня много дел, требующих особого внимания. С уважением, Честер, король общепита. Это, видимо, у нас Честер, это местный Дракула, походу. Все, мне вниз, да? Понял, принял. Аля, тут все ломается, крушится. Вот, удобный, быстрый и надежный, особый ударный механизм позволяет стрелять быстро, словно самый заправский стрелок. Оружие не требует наведения на цель, перезарядка выполняется автоматически после опустошения барабана. Удерживайте Е для быстрой стрельбы, нажимайте Е несколько раз для одиночных выстрелов. Угу. Я понял, как это работает. А почему не на основную кнопку, интересно? Ну, типа, мышкой мы же всегда стреляли. Дай-ка посмотрим, как у нас наведение работает. А он все равно в него стреляет. Автоматом. И добивание. Немножко необычная боевка, но в принципе норм. Так еще постреляю. Забавно это дело. Я бы на правую кнопку поставил выстрел, а на левую я бы поставил удар. Но возможно на левую кнопку у нас будет что-то другое. Походу тут оружие, ну, дальний бой не самое важное в игре. Спокойно, ребят. Да, типа свалил на другую часть арены, да бей их потихонечку. Пойдет. Скорее всего, даже игра 18+, я думаю, рейтинг такой мне. Уж больно кровавенько тут. Одного хорошего удара должно хватить. Рантье может расчищать себе путь с помощью перчатки. Подойди к знаку и нажмите, когда вместо него поехать. Ну, понятно. Просто подойди и ударь, вот и все. Могли бы и не это. Могли бы даже это, в принципе, не писать. Посмотрим еще, у него же ружье еще должно быть. Посмотрим, как ружье еще действует. Ищите значок взаимодействия, ну, понятно.
ящик. А как отсюда мы переместимся? Или вот проход, вот проход. По гробам. Гробы, гробы. Подожди, а может быть там что-то есть? Ну ладно. Вот пока он ко мне бежит, я его запросто могу просто расстреливать. Чтобы давить в гайпер-кодом, удерживайте, чтобы противник не упал. Так, удерживайте перкодом. А, ну то есть, короче, как это работает? Ты к нему подбегаешь, подкидываешь его ударом в воздух и пистолетом добиваешь. И тогда типа джангла получается. Упс, я его случайно перемудохал. Простите. Дай побыстрее. Нет. Тут у нас и Хидетака забегал к ним. Долгое поднятие на лестнице. Во время разработки этой игры Хидетака заглянул в дверь такой: у вас, пацаны, как дела с лестницами? Они такие: ну, блядь, вроде быстро поднимаемся. Нет, делаем медленно. Все, они такие: да-да-да, поняли. Что там, как присесть? А, он сам приседает. Сейчас, мерки ты скунс, я тебя чую. А что, мы уже сейчас будем с этим Честером драться, что ли? Я думал, это будет финальный кровопролитный бой. Что делаем? Вот так. Да, в принципе, без геймпада она тоже неплохо играется. Не обязательно прям в руках держать геймпад. Возможно, с ним и поудобнее было бы. Я не помешаю. Да вроде нет. Покуха. Покуха. Так, этих товарищей обязательно надо добить. Иначе они, наверное, пошатаются, но потом все равно встанут. Блять, размахались. Что-то их много тут. О, я чуть не отъехал. Старина, ты заканчивай. О, он еще помогает нам, взрывчатку швыряет. Так, я тут на грани вообще хожу. Давай-ка мы это. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, минус один, это точно. Давай-ка мы не будем, да, рисковать. Ну все, хоть полечился немного. И здоровья. Ну то есть как, в одну комнату прошел, зачистил ее и можешь полечиться. Ля какой. Серьезный мэн. А это еще что за штука? Аккуратненько себя ведем. Ну сейчас оно немножко здоровье-то подснесет. Злится еще. А давай ближним боем его устроим. Или полечиться. Давай полечимся. Все равно хилки халявные. Подумаешь. Два удара, да, делает? А нет, слушай. Он еще и на взрыве подорвался. Ладно, Честер, ты меня разозлил. Разберемся, говорит, с этим сукиным сыном.
Мне туда или вот туда? Ладно, давай гроб подергаем. А, не, подожди, я ж оттуда пришел. Немножко уже глаза устают от этого желтого, прям насыщенного цвета со всех сторон. Младший рантье, все на папашином поводке. Кровосися тут. Говорят, ты на шабаш путь держишь? Честно, это что, закуски? Я не понимаю, о чем. Кровосися, точно. Прекратите. Этот здоровый полыхающий шар не понравится твоей чувствительной коже. Солнце — ничто по сравнению с их гневом. Забавная игра. Давай проверим. Нет, Ранге, хватит шабаш в Бельмонтвилле. Отличный выбор, Честер. И раз уж ты каждый раз нам понадобится проводник, считай это повышением, ублюдок. От поместья до Бельмонтвилля путь не близкий. Времени у нас мало. Мы уже 3 месяца охотимся на Адеабана. Твоя взяла, но твой отец из тебя чучело сделает, если не устроим презентацию. Ты же на покой ушел. Что он сделает? Уволит тебя? Надо, наверное, диалоги чуть потише сделать, чтобы не перекрикивать их. В общем, они вампира-то этого взяли в заложники. Он будет им путь показывать. Кстати, сюжет фильма «Вампиры» чем-то похож. Шахта Бельмонтвилля. Будем вслепую бродить по чертовому лабиринту. Если наш дружок Клещ говорит правду, Деабана будет в самом центре его. Я не в том положении, чтобы лгать, вам не кажется? Так держать, Честер. Теперь развейте иллюзии. Кто знает, может быть, мы тебя и пощадим. Морок? Даже мои возможности ограничены, мистер Грейвенор. Может, ограничений? А, хочешь ограничений? Может, там что-то там. Я не успел прочитать. А тут прям клондайк вампиров, дай-ка угадаю. Несомненно, кишащая фамильярами. И куда это ты собрался? Судя по твоему тону, я должен остаться и проследить, чтобы наш мод никуда не сбежал. Среди бела дня, именно поэтому нам нужны фамильяры. Мне начинается казаться, что вы не подходите для этой работы. Этих чертовых любителей клещей нужно убивать на месте. А какого черта? Может, нам тут тоже с динамитом поиграть, а, Чес? Слеплю тебе новый жилет. Вряд ли моему портному это понравится. Видишь, вы уже сдружились. Роботы. Найдите вход в подземелье. Так, вот она винтовочка. Стрелковое оружие, идеально подходящее для меткой стрельбы на дальней дистанции, а также для поражения уязвимых мест противников. Способно быстро менять цели. Удерживайте, чтобы прицелиться, нажмите, чтобы выстрелить. Ага, то есть у нас теперь не оружие, а винтовка. Все, я понял. Я понял теперь, почему именно такое управление. Шабаш сам себя не найдет, знаешь ли. Двигай. Окей. Но, как сказали уже, кровососы, они ночью уже только выходят. А днем за них фамильяры работают. Ты банку вообще видишь? Да пошел ты, я же говорил, у меня зрение страдает после обращения. Значит, это никак не связано с бухлом. Чем этих гавриков должны пострелять? Серьезная вещь, это ружье. Уязвимые места. Стреляйте по светящимся уязвимым местам врагов из винтовки Рантье, чтобы наносить им серьезный урон. То есть мы еще выстрелами сможем врагов расчленять. Бля, забавно, забавно.
Это прям очень круто. Ой, я хочу подойти. Нет. Я думал, у него голова немножко отлетит. А куда я? Вот сюда мы можем зайти? А он сам уже зашел. Денежки. Нет. Похоже на набросок татуировки. Фамильяры часто клеймят себя подобным образом. Татушечку нашли, чью-то обрезано. Фонарик бы неплохо. Блин, а что ж тогда там за дверью с цепочкой? Ладно, давай сюда поднимемся. Я походу по сюжету пошел, да? Назад никак. Все, хана. Ну и ладно. Он прям как Кратос открывает эти сундуки. Это, походу, сделали God of War, у кого PS5 нету. Куда идем вообще? А, мне туда. Ну давай тут осмотрим еще. Если выстрелить по ящикам с тротилом, то они взорвутся и нанесут урон. Проходик. А если туда ломануть? Money. Всё. Значит, в той избушке, там, которая была цепочками завешена, ну там тоже, наверное, сундучок другой-то и все. Не сюжетная была. Каморка. Нам вон туда. Тут, наверное, где-нибудь засилье зла, вот где-нибудь в той части. Мини-босс какой-то. Ну почти, вон снайперок сидит. Где он? Прям в дыню ему. Ями. Вот так вот. Слушай, ну иногда перестрелки вот прям очень похожи на RDR 2. Тихо. То мы обычных людей убиваем, ну как бы якобы фамильяров. То мы убиваем вампиров. Кэш, то кэш, то мэни. Стой. Это нельзя отстрелить. Давай-ка вот сюда залезем. Не хочет. Окей. Сюда тоже никак. Ладно, мне только в дверь. Кто-то разит клещами, должно быть шабаш неподалеку. Так они клещами кровопийцев называют, да? Ну и все, тут больше нечего брать. Не, ну особо лутом не душат, спасибо и на то. Хорошо, хоть не надо, знаешь, там бегать, патроны искать, ингредиенты разные. Что это такое? Пауки, проклятые пауки. С ними ничего нельзя сделать вообще, да? Эх. Если вы не любите пауков, можете отключить их в мини-игры.
Серьезно? Они взяли вот просто в игре, сделали много бегающих пауков, чтобы что? Чтобы просто ты их мог отключить. Чертов лабиринт, отсюда должен быть выход. Ну вот и выход, что ты паришься. Блин. А тут еще один. Правда, зачем, интересно, они пауков рисовали, чтобы это... Чтобы что? Чтобы потом их вырубать? Так. Откуда я появился-то я уже? Ай, я запутался. Денежки. Короче, просто пошли вперед. А бочки не работают. Вот отсюда, да, я пришел? Вот. Тогда нам сюда. Попробуем так. Блин, я думаю, это слитки какие-то, что ли? Нет? Это просто камни желтые. Походу, художники прям были фанатом, эти, какого, фанатели от желтого цвета. Тут если не желтое, то золотое какое-то. Ага, что-то там выглядит нормально. Ну, мне сюда. Я этот проход видел, причем с той стороны. Сейчас еще быстренько бегу посмотреть. Ну и все, в принципе. Пошли туда. Если ты, видимо, то, что, ну, не знаешь, как, куда тебе идти, тебе просто игра восклицательный знак показывает и все. По лабиринтам будешь носиться, чтобы просто денег собрать. Эх, ручка застряла. Не сомневаюсь, де Банто. Сейчас где-то здесь. Де Абанто. Что-то подозрительно. Тупик. Отлично. Ты тоже это видишь? Снимай. Мистер Рентье на первом свидании? Вы за кого меня держите? Ты прав. Добавим света для романтики. Нет, не надо, теперь вижу. Конечно, морок, я все сделаю. Сегодня, Честер. Прошу, мне надо сосредоточиться. Отделить иллюзии от ее источника не так-то просто. Что за источник? Вам лучше не знать. А чем-то мне это все дело еще и Блейда напомнило. Что у меня? В принципе, знаешь что, давай махнемся, я займусь взрывчаткой, а ты этим челом. Нет, это не из-за моста. Ладно. Чем-то это правда похоже все. Ну, вот если ты смотрел как бы фильмы про вампиров, вот все фильмы про вампиров очень похожи. Вот, и тут как бы... А где прокачка? Персонаж. Одевать мы его можем, хорошо. Цвет оружия менять. А есть у нас какой-то момент с прокачкой вообще? Или я потом, вот когда этот уровень добью, да, наверное, прокачка поедет. Ладно. Короче, если ты смотрел много фильмов про вампиров, тогда у тебя, короче говоря, все вот, если их воедино связать, у них есть определенный момент. То есть есть охотники на вампиров, они берут заложники, они его куда-то тащат, чтобы найти самого главного вампира, и все, и потом драка с этим вампиром. Как бы, в принципе, все похоже плюс-минус.
Все, погнали. Нам туда. Не. Эй-эй-эй. Ну, 2-3 удара. Если особо не жадничать. Сейчас мы мелочь тут раскидаем. Но хотя бы прикольно то, что тебе важно, куда стрелять. Кстати, можно их к динамиту подманить. Эй. А, в динамит ты только с ружья, да, мочишь? А этого так давай. Пойдет. Тут же не принципиально, как их убьешь. Главное, хпшечку собрали. Итак. Ага, я туда пришел, а мне сюда же явно нельзя, да? Поперли дальше. Найди вход в храм. Я видал всякую архитектуру клещей, но это что-то новенькое. А вон там мыши летают. От заката до рассвета. Сложность соперничать постоянно с растущим видом, с развивающимися технологиями людей. Они создают смертоносное оружие и другие шедевры инженерной мысли. Я считаю, что речь идет о борьбе природы и технологии, инстинкта и мысли. Мы позволили тем, кого превосходим по рождению, превратиться из добычи в охотников. Если мы это не изменим, однажды они уничтожат всех нас. Заметки де Абано. Это, видимо, кровосися самое главное. Слушай, ходов-то несколько. А, нет. Сюда никак. О. Это мы возьмем. Но он реально то же самое движение делает, как Кратос. Тоже удар сверху. Сундук. И потом он разрывает крышку напополам. Сейчас вот посмотрим, кстати, вот он постоит, и он умирает все равно. То есть в твоих интересах вот именно его добить, чтобы что-то с него выпало. 2000 баксов. Так, новая особенность. Нажмите М, чтобы посмотреть. Вот, теперь меня на прокачку пихнули. Новые навыки открываются на каждом уровне. Чтобы активировать навык, потратьте на него очки навыков. Также вы можете отменить любой активный навык и получить очки обратно. Попробуйте активировать. А другой хочу. Что это такое? Вот это что это? Здоровый напор. Нанесение урона перчатка ускоряет перезарядку исцеляющего модуля. Угу, то есть у нас реген будет побыстрее идти. Вот это что? Взрывное впечатление. Нокаут и пушечный удар наносят дополнительный урон всем врагам поблизости. Следующая атака комбинации ближнего боя, выполненная сразу после успешной атаки, нанесет на 30% больше урона и сократит совершение следующего удара.
Ну, навыки не меняются. А тут вот это что? Это тоже неизвестно. Ладно, давай рентген качать. Что-то, видимо, на 7-м уровне открыть. Вот это на 3-м откроется. Ладно, я понял. Прокачка после. В принципе, и так пока все играется вполне нормально. Ничего сложного я пока в игре не вижу. Хочешь так их лупи, хочешь стреляй по ним. Чик. Да, обязательно, желательно врагов добивать, чтобы чтобы потом с них что-то выпало. У нас тут сундук, а сюжетный проход у нас вот тут, да? Давай-ка. Сюда пойдем. Хотя бы этот товарищ у нас уверенно по уступам шагает. Деньжат 205. А зачем мы деньги, интересно, собираем? Но этих однозначно надо стрелять. Ну да, типа, если у тебя есть оружие, имей в виду, пострелять кого-нибудь летающего придется. Заходите в раздел «История», чтобы просматривать обучающие подсказки и иную информацию. Ну, это потом уже. Да, что тут изучать? Дополнительные материалы. Кого как стрелять, по-моему, интуитивно понятно. Да и тебе игра вечно подсказывает. Туда как-то можно еще попасть. Угу. Там какой-то рычаг или что-то такое. Вот крутить мы будем, но, видимо, позже. Давай. Недостаточно. Согласен, мужик. А как сюда попасть? О. Нет, слушай, не отсюда. Чтобы увидеть текущую задачу. Так, блин, а что смотреть текущую задачу, если она ясна? Тебе и так это показывает. Как будто тут будут второстепенные задачи. Сомневаюсь. Угу. Найдите подходящее место. Стреляем и перепрыгиваем. Такие мини-загадочки. Вот как мы Кратосом кидали топор, чтобы этот проход какой-нибудь себе открыть, тут то же самое. Мы уникальный вид, братья и сестры. Мы не размножаемся, мы не рождаемся. Наше существование начинается с приятия дара, обращения. Наше могущество предопределило наше превосходство. Морок сделал нас неприкасаемыми, укрыл нас, но, боюсь, мы становимся жертвами прогресса. Рано или поздно технологии людей позволят им преодолеть наши иллюзии. Они обнаружат нас, подвергнут гонениям, сделают нас своими главными врагами. Мы будем вынуждены подчиняться им. Иисусе, ну и махина, когда они это построили? И как? Ну да. На улей большой, похоже. Я же думал, сейчас кто-нибудь на меня выпрыгнет из-за укрытия. Стоять только. Бля, пчелки-то не промазывают. Смотрю я. Как вам такое?
Эх, хотел пылесосу настрелять в рожу, ну ладно. Ой, здрасте. А чё это они? Блин, и не уйти от него. Сейчас пока не шибко врагами закидывают, но потом обязательно это будет. Еще? Давай, кто? Да все вроде. Я ж потерялся, откуда пришел. Оттуда? Подожди. Я маленько запутался. Угу, вот отсюда я пришел. Мне вон туда. Дай-ка мы глянем, вот тут секретики. Да, теперь просто очень много красного. Как-то в цветах нет особого баланса. У тебя либо все красное, либо все желтое, либо все зеленое какое-то. Ну, смотрится неплохо. Я убил эту падлу? Да, вроде. Ну-ка, мэн. Хрена он мне долбанул. Я так полагаю, на высокой сложности это ваншот, да? С каждого. Плохо дело. Пока регена нету, я буду держаться от них на расстоянии. Ну, вот так вот. Пока добивание все равно. Пчелки, до свидания. Это, блин, там еще один большой появился. Ну, сейчас мы это, полечимся. О, это было больно. Стоять, мужик, не падай. Я сейчас подойду. Блять, я не успел. Не, ну сложность набирает обороты, кстати. Тебя врагами закидывают. Надо как-то открыть ворота. Тебя врагами прям закидывают. И становится немножко это... неуютно. Ну, сложность вполне в балансе. Не Dark Souls, короче говоря. А еще четвертая. А чё, какие ворота? Какие ворота я открывал? Вот отсюда я пришел. Вот эти ворота. Похоже на вход. Вблизи выглядит еще массивнее. Но пора вторгнуться на их посиделки. У нас теперь все зеленое. О, до храма добрался. Мы считаем себя охотниками, хищниками, но эта самоуверенность лишает нас любого развития. Внутренние разногласия ослабили нас. Нас становится все меньше, а их все больше. Но еще не поздно, мы можем выжить. Мы должны научиться приспосабливаться. Гордость не должна мешать развитию. Ну то есть, типа, вампиры всех стран, объединяйтесь. Гордость ни при чем. Войти в храм. Не очень то, что эти товарищи портируются. Люди становятся сильнее, Доминик, пора выходить из тени. Надо мыслить здраво. Как только покров тайны исчезнет, нас уничтожат. Да, мы могущественны, но они превосходят нас числом.
Блин, а когда людей было не больше, чем вампиров? Было бы странно. Вампиры без голодухи. Вампирам, кстати, надо всегда баланс поддерживать между вампирами и живыми. А то они голодные останутся. Это тоже надо об этом думать. Довольно. Из-за того, что наш род жаждет полномасштабной войны с человечеством, мы все в опасности, Петр Дабана. Без овец. Волки голодают. Да, но грядет тот день, когда овцы перехитрят волков. Вы не наблюдаете за ними, брат мой. Люди обуздали силу пара и молнии. Они становятся все могущественнее. Если мы будем жреть и нежиться в объятиях тени из-за нашей гордыни, вскоре они наберутся силы и отловят нас, как дичь. И вы пролагаете войну? Война подразумевает вероятность поражения. Я предлагаю нанести удар. С моим новым активом мы сможем контролировать обращение, и кровопийцы вновь займут законное место на вершине пищевой цепи. Контролировать обращение? Вы с ума сошли? Предлагать такое — настоящая ересь. Доминик, брат, настали времена еретиков. Хоть мои методы и идут вразрез с традициями, уверяю в одном. Если мы не приспособимся, нас ждет забвение. Довольно. Я не позволю вам и вашему грязному роду вести нас к погибели. Петр Дабана, за заговор против собственных братьев я приговариваю вас и ваш род к истинной смерти. А что это, вампиры вампиров казнят? Я ведь говорила, что они не послушают, отец. Попытаться стоило, Микара Фелиси. Нам будет гораздо проще, если мы поможем им понять. А если не поможем, тогда заставим. Я думаю, девочка куда опаснее, чем этот Д'Артаньян. Вот этот вот лысый. Хрусь. Мелкая убежала, кстати. Босс-файт? Скорее всего. Ля какой. Красавец. Сейчас мы постреляем, чувствую, от души. Ну, босс-файт и плюс-минус, кстати, похоже. Оп. Он никого не призывает, все в порядке. Так, а давай-ка мы полечимся. Что-то дело жареным попахивает. Жира у него достаточно, кстати. Что он делает? Регенится? Вот сучок. Надо пожить. Слушай, а у него конечности загораются. Блин, я только сейчас заметил. Ой, мне еще мелочи тут не хватало вообще. Так, ну мы хотя бы, наверное, от них полечиться сможем.
Я босса не вижу, это плохо. Не успел я попасть куда-либо ему. Вот что он этим делает? Да, он лечится, гаденыш. Я тебе врыло, сраный урод. Что за шарики с него упадают тогда? Упс, это ваншот. Ну почти. Так, еще чуть-чуть. Все, я лечиться могу. Отлично. Сейчас мы его добьем. Быстрее, блин. Пока рука горела, надо было стрелять, а у меня патроны кончились. Готов. Дружок. На-ка тебе немножко свинца. Или серебра. Непонятно. Ну, по идее, вампир вроде серебро. Не, серебро это оборотни. А у некоторых вампиров тоже. У тебя побольше ножа не нашлось. Некоторые уходят на покой, получая золотые часы. Мне же досталось Сьюзан. Че он с него вырезает-то? Надо было спросить, как отсюда выбраться. Поздно, он будет бесполезен еще пару месяцев. Стой, а как же Честер? Эх, ну что же ты будешь делать? Вот что такое настоящий взрыв. Черт, опаздываю. По крайней мере, вернемся в поместье не с пустыми руками. А, то есть у нас вот этот вот с усяками товарищ, он превратился вот в этого большого летуна? А что-то не обратил внимания. Думал, еще кто-то пролетел. Будь я проклят. Необычный способ тратить деньги налогоплательщиков. Джеймс Хэрроу, народный герой. Говорят, за то, что он спасает президентскую задницу от клещей, Белый дом шлет ему столько золота, хоть подтирайся. Вот правда, чем-то вот еще немножко похожа игра на Орден 1886. Накорми его как следует, ночью нас ждет долгий путь. Не остаешься на презентации. Не останешься на презентации, весь институт. Как-нибудь обойдусь без сборища дельцов, поющих друг другу дифирамбы. Да и надоело слушать про то, что я зря уволился. Держи, передай эту тварь своему отцу, прежде она проснется и начнет проклинать нас до 7-го колена. Прекрасно. Сказайте ему, что ты предпочел дешевый бурбон охоте на вампиров. Что хочешь, то и говори. Ладно, обойдемся без вступительных речей, но потом мы обязательно выпьем. Это у нас хаб, что ли, место? Дом, милый дом. О, денежки. Чей? Мистер Рантье. Вольно, ребята. Отец у себя в офисе? Да, точно. Директор Рантье не жалел средств на улучшение этих перчаток. Официально они называли это эпидемией холеры. Но правда была в том, что они имели дело с невероятной вспышкой любительской некромантии. Ведь весь институт был задействован в охоте. То есть он с Линкольном, да?
Президент Линкольн и Уильям Рантье. Ну, это отец вот главного персонажа. В Ричмонде, Калифорния, было замечено странное существо. Вампир. Ну, говорю, то, что вот игра очень похожа на 1886 Орден. Только там они на этих, на оборотнях. На оборотней охотились, а тут на вампиров. Позвольте мне от имени президента Соединенных Штатов Бенджамина Харрисона передать самые теплые поздравления по случаю 75-летия Института Рантье. Открытие 50-го филиала института в столь знаменательную дату подтверждает его неоценимую важность для нашей великой страны. Я больше чем уверен в том, что директор Рантье продолжит своим умелым руководством защищать наших граждан от сверхъестественных угроз. Искренне ваш министр обороны Стивен Бентон Элкинс. По скрипту мы посетим прием вместе с управляющим форпоста Института Рантье в Вашингтоне мистером Эдвардом Джонсоном. Надеюсь, вы не будете против того, что он оставит свой пост ради столь заслуженного празднования. Это первый год кадетской подготовки. Среди всех я самый низкорослый. Через год я здорово выпахал. Пришлось покупать новые брюки. Тут просто на фотографии так нелепо фотошопом приклеены головы. Явно не от этих туловищ. Нет, я тебя, чувак, не помню. Давай тут по-быстрому. Оп, пробегаем. Ну, наверняка еще тут побегаем и не раз. Давай, к папке пойдем сейчас. Пускай нас муштрует. Грейвентер с тобой? Он передает привет. Не хочет, чтобы ты снова отговаривал его от увольнения. Думаю, нам обоим не хотелось бы, чтобы он работал. Он рисковал жизнью, чтобы достать тебе эту тварь. Это игрушка Хэра. Уверен, что вы оба получите достойную награду. Эдгар не какой-то там гражданский, которому нужна медаль. Все это у него уже есть. Твой институт об этом позаботился. Мой институт? Сейчас речь не об агенте Грейвендоре, Джесси. Мы на пороге великих свершений, великих перемен. Эта презентация крайне важна для нашей семьи. Далее... Эдгар тоже семья. Далее я ожидаю, что ты приступишь к своим обязанностям в поместье. При всем уважении, директор, я полевой агент, а не канцелярская крыса. Рантье. Почему я каждый раз должен все тебе разжевывать, Джесси? Здесь творятся вещи поважнее беготни за пещерными чудовищами. Уверен, скоро ты поймешь, что я прав. А если не поймешь сам, то мой долг заставить тебя понять. Теперь оставь меня. Мне надо подготовить презентацию. Тьфу. И пришли кого-нибудь, чтобы убрать этот бардак. Прям такой беспорядок. Голова на столе лежит. Подумаешь. Так, мне туда за стенку надо. Вот сюда. Hello, мистер. Вы вовремя. Презентация вот-вот начнется. Что интересного на этот раз? Так, используйте деньги, чтобы покупать улучшения для оружия. Чтобы переключаться между категориями нажимаем купить улучшение, чтобы продолжить. Вот это что? Воздушная мишень. Купить за 3300. Находящегося в воздухе врага можно выпустить пулю, наносящую повышенный урон. Данный момент можно повторить, выбрав подходящий момент. Данный эффект можно повторить, выбрав подходящий момент. При этом враг должен находиться в воздухе. Не работает при быстрой стрельбе. Это медленно надо как-то делать. Лечение сопровождается короткой 5-секундной неуязвимостью. Возможно, кстати. И будет. Тема. Бесплатная пуля.
Попадание по уязвимому месту восстанавливает попавшую в цель пулю. Это пригодится. Я это беру для начала. И еще мы возьмем повышенный урон. Либо 5 секунд. А, мне не хватает. Вот это берем тогда. Все. Купили. Вот мы здесь будем покупать, значит, апгрейды для оружия. А, нет. Открыв инвентарь с помощью. Хорошо. Куда теперь? Посетить презентацию. Да как, где она? На улице? Здрасте, алкоголики. Господа, занимайте свои места. Добро пожаловать, я помощник министра обороны Джеймс Хэрроу. Конь-нос кошмарный. Президент Кливленд хочет, чтобы вы знали, насколько высоко мы ценим услуги, оказываемые Институтом Рантье. Вы защищаете нашу великую страну от чудовищ всех форм и размеров. Он также попросил меня убедиться в том, что вы не пускаете наши деньги за карточным столом. Но это другой разговор. Да, конечно. Как я и сказал, продолжайте в том же духе. Да хранит вас Бог и Америку. Ура! Спасибо за то, что собрались здесь сегодня. Редко можно увидеть стольких из нас в одном месте, но я считаю, что великий прогресс достоин. Наша борьба с засилием кровопийц слишком часто терпела неудачу из-за самого коварного оружия всех этих существ, так называемого морока. Слишком многих демонов мы упустили из-за непреодолимых вампирских миражей, но пришла пора положить этому конец. Агент Рантье. Мы улучшили стандартную перчатку полевого агента, снабдив ее устройством, которое наши ученые прозвали хлопушкой. Не самое элегантное название, но весьма подходит. При использовании хлопушка выпускает электрический импульс, разрушающий морок кровопийц поблизости, полностью уничтожая иллюзии. Когда производство будет налажено, мы распределим перчатки по всем нашим ячейкам в стране. Так ни один из ее закоулков не останется укрытым за наложенным мороком. Это начало новой эры, господа. Эта перчатка гарантия того, что враг не сможет внезапно атаковать. Сейчас будем пробовать этой перчаткой пользоваться. Джесси, живо найди Эдгара. Так, хлопушка. Инновационная разработка Института Рантье для развеивания иллюзий вампиров. Носится на левой руке и помогает в битвах, позволяя выпускать разряд тока и создавать электрическую дугу. А, так это... Я думал, это какого просто иллюзии разрушает. Это типа щита какого-то. Может поражать врагов электричеством во время атаки противника, чтобы поразить его током и получить возможность выполнить электрическую комбинацию. Подожди, еще раз, ну-ка. Ну, это как парирование тоже. Да. То есть, когда у него конечности загораются, ты юзаешь хлопушку и начинаешь его добивать. Пробуем. Рано. Еще. Вот так. Угу. Ну, это парирование типичное, кстати. Да.
Он и так его убьет. Просто вовремя парировать. Ну, то есть... Щит поставил, и потом его оглушаешь. Все, новая способность, посмотрите. У меня же вроде этого нет. Хлопушки тут. Так нету денег, не на что качаться. А чё вы? Способностей тут много. Походу. Господи, надеюсь, Эдгар уцелел. Притягивание хлопушкой. Угу. Электрическая дуга хлопушки может привязать... притягивать врагов с отметкой. На индикаторе очков здоровья. Удерживайте ТТТ, чтобы притянуть противника и автоматически поразить его током. Ну давай. Ну, как бы такое. Так а что, тут всех можно притягивать? Комбинация-то несложная. Ну и дым. Надо добраться до конюшен. Опять все желтое, все горит. Так, стой. Что-то у нас с FPS-ами проблема. Где тут у нас настройки? Попробуем так. Ну, вроде постабильнее игрушка идет. Так. Куда идем? Сейчас драка будет какая-то с боссом. Ну, мини-боссом. Ну, прикольно то, что враги разнообразные, и ко всем нужен свой подход, как бы. Тоже. Думай, что делаешь. Иди-ка сюда, мистер. Я так понял, на шарики нельзя было попадаться, да? Ну, притягивает ее. Ой, блин, пока дождешься. Разнообразие прям. В боевке дают. Вот так вот. Чуть-чуть попроще, когда ты их притягиваешь, они тогда с одного удара укладываются. Ну, блядь, ой, я этого не заметил. Ну, хватай ты его. Ой, блядь. Ну, чё ты его наконец-то. Стой. Ну, притягивай. Чего не притягивает-то? Блять. Что-то с притяжением противников не всегда срабатывает. Ладно, давай мы перерывчик сейчас сделаем. Сейчас я подойду через 3 минуты. Продолжим.
Ладно, поехали. Короче говоря, не злоупотребляем этим притягиванием врагов. Что, с кем биться-то? А, мы прям с этой сцены начнем. Ну давай вот так замочим его. Куда он побежал-то? Окей. Давай вообще их не притягивать. Где он? Надо еще шарики контролировать. Плохо его видно. Ну, замочил. Он сдох. Ну-ка, с пистолета его. Все, готов. Как вам такое? Все? Еще. Давай, ближний бой пошел. Тя-тя-тя-тя. Добивание. Там еще кто-то у меня шмаляет. Пчелка. Еще давайте. Все? Да. Не всегда, короче говоря, нужно пользоваться этим притягиванием, потому что это чревато. Всех врагов не притянешь, оно не всегда срабатывает. Прям. Ля какое. Чик-чик. Собирать же нам тут нечего, да? Дальше. Эдгар, слышишь меня? Он не мог уйти далеко. Джесс, слава богу. Где мой отец? Когда его видел в последний раз, он надирал задницу тварям. Старый дурень. Думает, что все еще поле боя. Послушай, он не хочет, чтобы мы уложили архив, прежде чем до него доберутся эти ублюдки. Займись этим, а я найду нашу неженку Хэрроу. Встретимся где-то снаружи. Никогда бы не подумал, что придется взрывать чего-то там. Взрывать какой-то дом. Держись, друг. Ты выкарабкаешься. Ты в порядке, агент? Держись. Как обычно, диалоги летят слишком быстро и не всегда успеваешь все прочитать. А чё все корчатся-то от боли? Прям. И говорит, найду, и я порву его в клочья. Ищите ориентиры вроде кабелей или проводов, которые приведут вас к следующей области. Вот эти ориентиры, что ли? Ну вот, я по кабелю пошел. Понял, принял. Вот так. Местами даже игрушка похожа на какой-то дизель-панк. Так, использовать электрическую дугу хлопушки, чтобы совершить рывок к врагу. А, ну то есть в одну сторону ты притягиваешь, а другую ты перемещаешься. То есть телепортиком, да, мы будем пользоваться. Я понял. По-моему, даже телепорт удобней. А этого так. От разнообразия добиваний прям немножко теряешься, что можно использовать-то такого вкусного. Хочешь так, хочешь это. Ну-ка, а вот наверх мы можем к нему перейти? Уже поздно. Спокойно. Давай-ка полечимся.
А то меня что-то врагами уже начинает закидывать. Пойдет. Теряешься, правда, вот хочешь, потому что, блин, то ты стреляешь, то ты бьешь их, то так, то сяк. Почему по лестнице нельзя подниматься? Обязательно с каким-то понтом надо. Прыжками. Выпустите меня. Это какой-то кровопийц. Ты уже покойник, Рантье. А бабла-то мы соберем. И вот это тоже. Что за записка? Джозеф Уоррен и прадед Дик. Он позволил британцам взять себя в плен, чтобы найти штаб клещей. Хотел бы я посмотреть на их удивленные лица, когда он сжег гнезда клещей и спас их королевские задницы. Ладно. Вот туда надо. Чувствую запах газа. Подожди. Еще немножко бабла. Наверное, драка сейчас будет. Как-то вот уж очень все похоже на арену. Надо уничтожить здесь все, пока не добрались до архива. Допустим. Куда еще? Боже, пора выматываться отсюда, сейчас рванет. Ну, перезарядка. Ай, плохо дело. По-моему, тут вполне можно было бы ограничиться и пистолетом. А, точнее, одним ружьем. А чего вас так много-то? Причем толпой ты их гасить не можешь вообще. Бля, не попал. Ну, вот. Понеслась. Хлоп. Все. Вот и бак разорвало. Вообще все сломал. Все горит, все взорвалось. Вообще без понятия, что там. А что взорвалось-то? Проход? Прыг-скок, прыг-скок. Это все красное. Надо разыскать отца. Ну да, в этой каше-то ты точно его найдешь. Еще драка будет. Кто такой? Какой-то злой кровосися. Ты что вообще такое? Где он? Ну, это рядовой моб, кстати. Очко особенностей дали.
Ведь такое сбор, сокрушение, задеть за живое. Ну, это способности, которые у меня открылись. Электрический навык. Потратить очко навыка, чтобы активировать его при использовании, тратит навык энергию взамен усиливая эффекты и урон. Угу, это ударная площадь. Икар. Убийство находящегося в воздухе врага гарантирует получение энергетического элемента. Удары по уязвимым местам с 15% вероятностью образуют исцеляющий элемент. Угу. Блин, это тоже полезно. Но мне обязательно надо это качать. Ладно. Как-нибудь. Так, энергия и сотрясающий удар. Удерживайте В, чтобы совершить атаку по области. Этот прием расходует энергию, чтобы получить энергию. Атакуйте врагов в ближнем бою и добивайте их. Как это работает? Это тоже что-то вроде оглушения, что-то, не пойму. Я думаю, можно геймпад попробовать все-таки переключиться, а то что-то как-то много ударов в ближнем бою у нас прям. Сейчас, подожди. Подберите контейнер с энергией, чтобы моментально восстановить пустой заряд энергии. Угу. Вроде чуть поудобнее, кстати, стало. Все-таки на геймпаде, походу, она поприятнее играется. Ладно. Попробуем. Кто такой? Сейчас надо вообще к другому управлению привыкать. Заново начинай. Так, давай управление. Телепорт. Ну, я так их не убью. Блин, как перекат-то? Ага. Тихо, валим. А где пистолет, интересно? Что-то они тут прям меня закидали. Да валим, валим.
Что-то не могу определиться, как удобнее-то играть. На геймпаде или нет. Где он? Еще есть? Готов. Ладно, сейчас придрочим все к управлению на геймпаде. Пока это немножко неудобно. Ну как бы и удобно, и неудобно одновременно. Непривычно это точно. Нам сюда куда-то. Что за черт? Там какой-то злой босс тусит. Уводи его отсюда, я разберусь. Не гневайся на меня, отец. Я не могла оставить тебя на растерзание этим дикарям. Без этого не обойтись, жаба мясистая. Ты чуть его не задел. Я же говорю, девочка круче, чем усатый. Могучий институт Рантье давится пеплом и кровью. Я надеялась, что будет сложнее. Вообще все разлетелось. В общем, в конце мы будем драться с девочкой. Институт Рантье терпит колоссальные потери, спастись удается лишь горстке агентов. Джесс, так мы до Калифа не добежим. Шевелись, Гриффиндор. Не дай мне умереть такой смертью, это приказ. Почти разобрался с ней, если бы я не старая рана, господи, не старей, сынок. Батька-то сейчас сдохнет. Да-да, и не женись, хватит бурчать. Ты выкарабкаешься, я знаю, что делаю. Это ключ, Джесси, не своди с него глаз. Это все, что у нас есть. Теперь он в твоих руках. Надо остановиться. Остановиться? Надо валить отсюда. Нам надо занять оборону и продержаться до утра, а потом отправимся в Калико. Моя женушка эту оборону пердежом бы сдула. Надо забраться повыше. Там солнце появится раньше. Я приведу лошадей и будем обороняться наверху. Еще одна пушка. Дробовик. Обрез Рантье. Мощный обрез, идеально подходящий для ближнего боя. Может нанести урон нескольким противникам одновременно. Используйте его с помощью X, когда он доступен. Хорошо. А все уже доступен? Ля, какая штука. А все, уже недоступен. Ну, понятно. Один выстрел и все. И хана.
Там еще сзади на меня несутся. Очевидно, толпа. Отлично. Эй, мистер, ты не хочешь притянуться к нему? Давай, где? То есть они меня шариками все это время закидывали, да? Все, готово? Ну ты прям толпа опять бежит. Ибо к динамиту подвести не мешало. Да ладно. Все? Я не могу в стрим? В смысле? О. Это какая-то нычка. Таня Буланова, ни хрена ты накрыла. Это за нычка? Или проход какой? Да, это нычка. Так, туда нельзя. Ну все, вроде, по идее, тут как бы все. Тут наши полномочия, все. Дальше пошли. Как с ускорением бежать? Не то. Ага. Понял, принял. Дополнительное здоровье. Аптечки временного что-то там увеличивают здоровье. Ну, понятно, что это. Удовольствие ненадолго. Это наш. Давай, следующая арена. Подходи по одному. Ну тут сейчас врагов будет до жопы просто. Че они мне зря супер здоровье дали? Спокойно. На геймпад пересел, теперь кнопки путаю. Упс. Я возле динамита стою, стреляю. А как пистолетом пользоваться? Там один борзый бежит ко мне. Сейчас они меня забодают. Слушай, этого тоже можно ушатывать электричеством. Не только обычных врагов. Вот кнопки бы я не путал, было бы норм. А то тут понапихали, пол клавиатуры занимает управление. Твою мать, это что еще за хрень? Кто-то с тентаклями. Чтобы нанести урон щиту врага и со временем его сломать, бейте по нему перчаткой или используйте гораздо более эффективный обрез. Вы также можете атаковать врагов со спины и стрелкового оружия. Ой. Мне бы еще раз в него шмальнуть. Будем ждать, пока не это. Да ну, я его так... О, не, слушай, я разбил. Сейчас попробуем спарировать эту сволочь. Нет, не получится. Да ну, он очень много так урона на ближнем бою-то наносит. Как тебе такое, мэн? Хрен знает, чем я занимаюсь.
Ладно, так пока постреляю в него. Как притянуться-то к нему? Вот эти, с этими главное это работает. Блять. Сейчас заново, да? Сторону. Вообще, пока он без щита, надо бы его лупить руками. Щит. Ай-яй-яй, я запнулся там где-то. Аккуратно себя ведем. Да, обычные патроны это дело не берут. Вот так вот. Поближе. Все равно он получил. Будем уходить, что делать? Ой. Поздно, пожадничал. Ну, хотя бы он не регенерирует. И на том спасибо. Где же пистолет? Я все ищу, чтобы использовать. Да нет. Не знаю, где пистолет, короче. Можно вообще типа не рисковать. Просто его вот так вот потихонечку, этого товарища, убивать. Но мы же не ищем, да, легких путей. А парирование что, сработает, нет? Опасно его парировать, короче. Где он еще? Вот этот. Ну, с главным боссом всегда. Эй-эй-эй-эй, ты чё? Тут еще нашу взрывчатку кинули. Далековато. Да ладно, целый выстрел просрал. Ну, твою же мать. Ну, наверное, когда он на площади бьет, вообще уйти нереально от этого. Где там друзья-то твои? Это прям Рокстеди, кстати. К нему лупим. Блядь, ну... Он же тоже атакует с другой стороны. Ты прям за всеми должен следить.
А, вот, я нашел пистолет. Почему взрыв? Блядь, почему удар не прошел? Что это за урод-то такой? Валим. Слишком далеко стою. Ну давай, мэн. Сейчас у меня дробовик катится. Бля, ты еще попади в него, попробуй. Сучонок. Ну а тебе так. Бля, наверное, опрометчиво на него нападаю. Как тебе такое? Все, валим. Оп, не ушел. В смысле, я ему вроде в башку ж попал. Ай-яй-яй. За всеми надо следить. Что происходит? Так, ладно, -1 хотя бы. Лечимся. Давай, я успею. Оу. Не, нахрен, я не буду рисковать. Уворот, уворот. О, душный какой чел-то, а? Ну ладно, сейчас добьем. Сейчас он загнется, по идее. Ему осталось жить-то 2 понедельника. Наконец-то. Ну-ка, давай к нему и добиваем. А, блин, жалко... Жалко нету этого. Ну, дробовик дольше откатывается. Будем пробовать его прокачать. Так, особенности. Это типа то, что если ты удачно ему треснул, то больше урона нанесешь. Я не знаю даже, что качать-то тут адекватное. Вот это что? Все элементы собираются с более дальнего расстояния. Вообще все. Так-то полезно, кстати. Сокрушение. Удерживайте глядя на находящегося в воздухе врага, чтобы обрушить на него землю с помощью электрической дуги. А, его об землю треснуть. Ну, не знаю. Не часто это, кстати, используется. Блин, способностей тут хватает, конечно. А вот это все, да, у нас? Вот это что такое? Ладно, давай мы сбор, короче, так качнем. Может пригодится.
А где у нас тут прям древо навыков было? Ну, что-то в этом роде. Улучшенный механизм обреза, ускоряющий перезарядку стрельбы на 20%. Мы вот это берем. Дробаш тема. А и все, больше ни на что не хватает. В игре прям много всего, всяких этих вот способностей. Всяких штук. Много добиваний. Хочешь так стреляй, путаешься. Хочешь ли ты его, допустим, подстрелить? Или наоборот, ты его хочешь побить руками? Так, тут товарищи там кричат, наверное, по мою душу. Я пока лутаюсь. Извините, я сейчас подойду. Все равно без меня не начнут. Ага. Новые враги, кстати. По-моему. Я урона мне наношу, мне надо падать. Это же от меня требуется. Ну-ка, подожди, задача. Подняться выше. А я думал, не. Я думал, по ним стрелять надо. А мне просто туда вперед. А куда тут выше-то подниматься? Вон там мэн какой-то висит. Мне не слезть. Так, а чё, куда? А, вот он, проход. Блядь, туплю. На ровном месте. Ой, здрасте. Сейчас как подеремся. Ну, давай, кого-то. Валим, валим. О. Бля, ну ты пока парируешь одного, тебя второй лупит запросто вообще. Бля, ну замес, конечно, тут знатный. Вон и крупняк подошел. Ёпа мать, я застрял где-то. Всё, надо как-то уходить и держаться от них подальше. Одинокий тут пастух ходит. Блять, он его как цель видит. А ёпа мать. Не, тут я, короче, попал. Их очень много. Блять, и что мне с ними делать-то? А, просто нужно было продержаться. Они реально врагами засыпали. Долго не продержусь, Джесси. Я тут занят, Эдгар. Ну и ну. Что происходит? А, ну это типа берсерка, короче. Внезапный прилив энергии. Перегрузил перчатку. Бейте пока может. Круто. Берсерк хорошо.
Качаем. Электричество кончилось. Хорошо, что у нас есть здоровый полыхающий туз в рукаве. Черт побери, кажется, он не дышит. Калика. Уже близко, там есть доктор. Тут еще некоторые опечатки в субтитрах есть. Лучшим показателем спасенных гражданских на долю убитых чудищ. Что за чика? Ну это прям тоже нам... Да, она тоже охотник. На вампир. На вампиров. Док, нам нужна помощь. Льюис, протокол Эллипсен. Она доктор, она не охотник. Сядьте, закатай рукав. Мы спасем вашего отца, мистер Рантье. А я думаю, что не спасут. И он будет мстить. Дикари! Эй, порядок. Это инженер ячейки. Верджил Олни. Для меня большая честь познакомиться с вами, сэр. Ваша перчатка произведение искусства. Только гений. Надо ее починить. Срок вчера. Нужна лаборатория побольше, чтобы постигнуть тайны путешествия во времени, сэр. Как у нас дела? Хэрол нужен козел отпущения. Он не уйдет, пока не найдет того, кого обвинить в провале. Взбешенная высокородная девка, ищущая голову своего отца. Я не думаю, что дело тут в Деобано. Мы что-то упускаем. Готов поспорить, мы скоро снова услышим об этой клещихе Фелисити. Пойду проверю, нужна ли Эмилии помощь с Хэрол. Кого я тут должен наклонить? И как следует оттрахать, чтобы получить чашечку кофе. Ну и денек. Увидимся в переговорной. Хрена, у меня прям перчатка Тесла какая-то. Сначала надо проверить мою перчатку. Тут где-то должна быть мастерская. Ну мы сейчас на деньги, наверное, да, будем вкидывать прокачку. Это явно не человеческий скелет. И это тоже. Давай. Да, отвали ты от меня. Давай, наверное, наверх. Это вот то, что у меня оружие появилось. Оно теперь здесь отображается. То есть нас и наш главный штаб разнесли, и теперь мы тут будем пастись. Все, брать тут нечего. Используйте новое устройство Верджила в его мастерской, чтобы перераспределить все навыки и улучшения для оружия. Что, еще одна пачка навыков каких-то? Сколько можно-то? Я думаю, это уже перебор. О, Верджил Олни. Инженер, родился в 1873 году, окончил научную школу ИР в 1888 году, официальный член ИР с 1988 года. Младенцем Верджил Олни был обнаружен в логове китайского некроманта, который проводил над ним опасный тайный ритуал. Ребенка отправили в Калика, чтобы узнать, что с ним сделали. Процесс восстановления был продолжительным, но молодой человек оказался крайне стойким. У него был талант к науке и технике, позволивший ему стать лучшим учеником выпускного класса. Очень интересно. А куда мне идти? А, вот к игровому автомату. Сброс улучшений и особенностей. Хотите сбросить улучшения? Так нахрен я их качал, нет? Кем он себя возомнил? Гребаным принцем?
Согласно протоколам, если директор не может выполнить свои обязанности, в дело вступает его родственник. И Вашингтон не против. Так, действие переносит вас из текущего места в новое. То есть основной геймплей, получается, будет у нас как-то по главам, или что, или по карте? Когда я получил ваше гребаное разлоченное приглашение, я ожидал шампанского и канапе. Вместо этого какой-то клыкастый урод ворвался в ваш штаб и раскидал вас по всей округе, как кучку сопливых слюнтяев. Теперь вся страна осталась без защиты, а я здесь хером грушу околачиваю. И ни черта поделать не могу. Итак, спрошу еще раз, кто-нибудь скажет мне, с какого хрена это произошло? Служба безопасности была направлена на защиту важнейшего актива. И каким чертом этот актив не я? Так решил мой отец. Вашу жизнь спасло то, что агент Гриффиндор такой же сообразительный, сэр. Как только хрен это меня спасет, когда я скажу Капитолию, что их главный оплот по борьбе с чудовищами только что пал. Мы об этом позаботимся, сэр. Что? Отсюда? Это ведь дыра на самом краю гребаного ничего. Не позволяйте внешнему виду обмануть вас, мистер Хэрроу. У ячейки Калико лучший показатель выживаемости в институте, и в ней трудятся лучшие чуваки, короче. Мы ваш единственный. Тогда немедленно подготовьте отчет по этим ублюдочным клещам, доктор. А ты, мать твою, кто? Погодите, я-то лучший инженер. Уж надеюсь, потому что ты должен как можно быстрее починить эту штуку, иначе Хэрроу всех нас тернет. Хэрроу может поцеловать. Насколько все плохо? Наш прерыватель Марокко поджарился. Еще и изоляция вокруг силовой муфты. Починишь или нет? Это поправимо, но нужно время. Пара недель, может, месяц. У нас только нет. Когда найдем тут эту Фелисити, мы должны быть во всеоружии. То есть, если мы найдем ее, мы даже не знаем, где искать. Может, и знаем. Возможно, сейчас какое-то оружие у меня изымут. Не знаю. К северу есть каньон, опоясывающий Большак. Местные от недостатка фантазии назвали его перевалом дьявола. Очевидцы сообщали о неизвестных видах вампиров. Мы думали, это слухи, но теперь мы отправили туда нашего лучшего эксперта по кровопийцам. Надеюсь, под экспертом ты подразумеваешь агента, а не заучку. Скотт Блум участвовал в составлении вашего бестиария. Нам нужны солдаты, а не писари. Я не могу бегать повсюду в поисках пропавшего умника. Надеюсь, что, может быть, это он принесет пользу. Давно о нем нет вестей. 5 дней. Надеюсь, он просто В общем, он надеется, что тот просто потерялся, заблудился. Найти агента. Все, назад мне никак. Все равно, блин, как будто заново надо привыкать к управлению. Искалеченный, изуродованный, разорванный на куски. Блум, во что же ты ввязался? Ну да, лошадку-то покоцали тут. Печаль, беда. А я денежки собрал. Да тут просто, я не знаю, целый табор, походу, отдыхал так-то. Подожди, сейчас я к ящику к этому подойду. А вот тут-то есть секрет. Ну, прокачки и способности просто куча. А им, наверное, похер, да, то, что я могу притягиваться к ним. Хотя, наверное, это на всех распространяется. Ну, у них здоровья-то немного. Это не какие-то там упыри. Все.
Ну, почти. Так, еще можно вот туда пройти, но погоди-ка. Все ли я тут собрал? А, мужичка подстрелим. Нет, никак. Тогда давай к динамиту сбегаем. Всего лишь. А динамит отлежала, как будто, я не знаю, тут $2000 наличные. Кажется, этот вид обладает способностью к перевоплощению. Обычным кровопийцам это не свойственно. Предполагаю, перевоплощение требует крови, но точно сказать невозможно из-за недостатка доказательств. Вероятно, мы имеем дело с ускоренной эволюцией, вызванной определенными неизвестными экологическими факторами. Так, факторы, подожди. Давай-ка мы... Где тут звук? Вот он. Громкость диалога поменьше сделаем. Прям вот так вот, чтобы не перекрикивать. А то и так тут очень быстро субтитры бегут, приходится, блин, тараторить. Назад. Да. Все. Так, где-то что-то проход был. Все, только туда и надо. Ну, как бы дальше никак. В чем дело? Нет, подстрелить надо. Не, все-таки чуть-чуть поприятнее на геймпаде играть мне. Потому что много и часто ты используешь ближний бой. Что это за петухи вообще? Как бы твое оружие это ну не спасает от всего. Ружье хоть и полезное, как бы, но не всегда выручает. Бьешься ты часто. В смысле, сейчас удар же был. Ну вот, сейчас будем отстреливаться потихонечку, пока реген не восстановится. Больше одного выстрела они мне не дают делать. О, прям в жальник, пока он выл. Да, пожадничал. Чуть было не было, кстати. Ну-ка. Когда вы вместе, мне это больше устраивает. Да, пожадничал. Раз становится сложнее. Определенно. Оп, иди-ка сюда, мистер. Надеюсь, я хоть кого-нибудь задел.
Ну, с дробаша ему влупил так-то неплохо. Нет, не успеет. Не успеет дробаш перезарядиться. Давай, кто там? Нападай. Вот так вот. Все, валим. Ай, плохо дело. Вот еще про пистолет не забывать. Успею? Нет. А что он тем самым делает, я не пойму. Он призывает других как-то оборотней или что? До свидули. Пойдет. Ладно, справились. Люди превращаются в монстров. Тут явно что-то нечисто. Да, немножко нечисто, потому что это оборотни. Ну, точнее, это оборотни-вампиры, походу. Хотя он как Ван Хельсинг. Что там, Селект? Не то. Найти агента Скотта Блума. Он как Ван Хельсинг все убивает. Тут будут и оборотни, еще какие-то пришельцы. Все что угодно. Кого из этих? Вот этого? А второго не надо? Как хотите. Что у нас, кстати, по деньгам? 2400. Тут, дай-ка угадаю, тут синяя одежда откроется. Яка, что? Прокачаться, видимо, не судьба, да? Надо, я хотел бы прям все смотреть навыки, которые мне доступны. Так, погнали, мне вниз. Уникальные сундуки обычно спрятаны вдали от основного маршрута. Удачный ход. И все. Чуть-чуть денег насыпали и хана. Новая способность. Так а что, у меня очков-то нету? Что толку у меня от этой способности? Область поражения всех ящиков с динамитом увеличена на 50%. Также действует на способность взрывные элементы. А, ну, это дополнительные прям. Это если ты ящики найдешь, то ты можешь дополнительные еще способности открывать. Дело в том, что у тебя как бы очков тупо не хватит. Я не знаю, насколько это длинная игра, но у тебя, чтобы вот это вот хотя бы все прокачать, у тебя не хватит. Тут надо выбирать. И причем четенько выбирать. С умом. Что, мне не сюда, что ли? Подожди, откуда я пришел? Вот тут ящик. Все понятно. Вот я думаю, то, что вот здесь вот палка есть, но ничего не видно больше. Хотя там еще был спуск. Я, может, по той дороге иду? Ну, тут два варианта. Либо меня вернут обратно на тот маршрут. Либо просто дорога делится. Либо ты не собираешь ничего, либо собираешь как бы некоторые вещи. Ну-ка, подожди. Вот, наверное, вот так вот ты сюда попадаешь. А нет. Я не понимаю, что-то как в игре эти развилки происходят. Тихо.
Бля, кто там атакует меня? Взрывчаткой прям сыпет и сыпет. Стрелять в игре безопаснее, определенно. А вот этот стрелял. Бля, тут еще народу подвалило. Их много. Может сначала тех, кто стреляет, замочить. Так он не вылезает еще. Вообще не остановиться. Ну надо, с дробаша тебе тогда. Я так и знал, то, что мне сейчас взрывом прилетит, если я долго буду добивать этого мужика. Покуха. И камни в тебя летят, и мужики со всех сторон стреляют, еще и большой на тебя бежит. Ну на тебе, ёпта. Вообще остановиться не дают. Кто садит камнями, я не понимаю. Но явно не эти. Блин, не знаю. Ай, тихо. Когда у меня уже успело здоровье кончиться? Может, стрелков этих сначала помочить? Все равно дробовик откатывается так-то. Теперь их двое. А, тихо, я запнулся. Что-то многовато тут врагов. За всеми не успеваешь. Минус один. Окей. Интересно, а можно ли тут уйти прям в огнестрел полностью? Наконец-то. Да, это было непросто. Так, и у нас опять, что ли, две дороги, я не понимаю. Хочешь поверху, хочешь по низу. Вот вроде игра все время была коридорная, в чем дело? Теперь развилки какие-то. Этот каньон защищен, словно банковское хранилище. Что они тут прячут? Чувак, я без понятия. Подожди, а если вот я вернусь и заберусь наверх? Пробуем немножко поисследовать. Что вот поверху, если пробежавшись, я получу? Угу. Да. Некоторые секреты можно пропустить.
Игра прям иногда заваливает врагами, не щадит. Потому что, ну, они все на тебя нападают одновременно. Кто стреляет, кто не стреляет, один хрен, короче. Они не ждут, короче говоря, пока ты там с одним расправишься, со вторым атакуют все и сразу. Но не зря эта игра многопользовательский режим имеет. Чтобы вы с товарищем прям прикурили, если что. Так, ну, давайте мы туда как-то прыгнем. А как прыгнуть? Не хочет он прыгать. Там мешок с деньгами. Как достать? Может потом. Создать переправу с помощью какого-нибудь объекта, чтобы двигаться дальше. Ну, толкнем сейчас, что. Тут хотя бы не такая дерганая анимация, как в этом Devil and Me. А, ну все, я понял. Отсюда туда, оттуда сюда. Всё. Все, достаточно денег для покупки улучшения. Улучшение. По идее, ты можешь выставлять, какие надо тебе обилки для своего оружия. Но это находится не в особенностях. Это должно находиться, по идее, здесь. У меня еще полно оружия, кстати, будет. 6 штук. Вот еще 2. Скорее всего, снайперка и что-то еще. А где вот эти вот? Чтобы их купить. Это у нас идет особенности для, ну, вот очков навыков. Это с каждым уровнем у тебя прокачка. Хочешь тут, ну, вот это вот типа кулаки на ближний бой, это вот электрический шок. Дальше, улучшение. По-моему, уже был тут выбор, разве нет? По-моему, вот как-то эта сетка, она довольно-таки большая была. Лечение сопровождается неуязвимостью. Чуть-чуть не хватает. Револьвер, дополнительная пуля. Это что? Использование притягивания или рывка хлопушки наделяет перчатку сверхзарядом и значительно повышает урон, наносимый следующим ударом ближнего боя. Угу. Ну, да давай, чё. Качнем. По-моему, тут больше было как-то этих. Там прям сетку целую показывали. Когда я подходил, еще мы в особняке-то были, где у нас все охотники тусуются. С батей когда говорили. Вот. Там же было вроде так. Большая такая сетка, и ты типа выбираешь. Кто такой? Как крот какой-то. Бешеный. Чё надо? С правой стороны орут. Вообще я подойду туда. Поздравляю. Ты ведь к этому стремился.
Что это у тебя сегодня за праздник такой? Просто выходной? Решил накидаться? Еще пытаюсь привыкнуть к управлению. После клавы что-то как-то немножко оно непривычно. В итоге я, получается, рандомно почти обилки все юзаю. Эй-эй-эй. У вас тут не до хрена ли? Давай-ка полечимся. Опа. Они прям все стреляют в меня. Вот так вот, я ему руку отстрелил. О, тихо. А у нас тут все, мелочь вся ушла, да? Вот это попадос. Ну вот это попадос. С оборотнями-то было непросто, а тут еще и это. Тут еще мелочь. Опа. Спокуха. Парирование не получилось. Да ладно, я ж парировал эту падлу. Взяли все здоровье, мне похерили. Кстати, а берсерк будет-то у нас? Блин, еще попади в него. Я его в жало стрельнул. Так, давай полечимся, попробуем еще ближним боем поорудовать как-то. Все-таки он поэффективнее, конечно. Так вышло, я, говорит, при делах. Да, все так просто исторически сложилось. Ты просто взял и накидался. Бывает. Так, я там все же, да, обошел. Я думаю, может сегодня с тебя тоже такой же пример взять. Или ну его нахрен. Давай, записочки. Я продолжаю исследование, но не могу найти ничего связанного с необычными свойствами животного. Судя по диаметру вырытых им тоннелей, рост этого могущего существа составляет примерно 2,5 метра. Это будет босс. Босс, который вылетает из-под земли. Ну, в принципе, я тут пока всех врагов как-то бью вот на уровне случайности. Кого как. Там кого-то постреляю, кого-то так кулаками побью. Черт, за этой дверью явно что-то огромное. Возможно, именно это искал Блум. Сейчас, подожди, мы это выпустим. Да, не зря мне столько здоровья дали. Где это чучело? Ой, это надо стрелять, да? Пых. Теперь прошли в присядочку. Вот эта херня висит на потолке. Здрасте. Отлично, новая партия. Поражение электричеством крупных врагов. Атакуйте крупных врагов в ближнем бою, чтобы заполнять индикатор заряда рядом с их здоровьем. Противники с полным зарядом будут восприимчивы к ударам тока хлопушки. Ну-ка, посмотрим, как это действует. Притянулся, побил. И все.
Ну, не знаю. Ладно. Ладно, что-то сносится. Хрен бы с ним. О! Ну не ваншот. Но было больно. Странно, парирование это работает, конечно. По идее, сейчас же парирование должно было сработать, разве нет? Блять, тут мелочь прилетела, это не очень хорошо. Да. А у нас этот дружок тоже регенерирует. Я сейчас сдохну. Да. Пока целился, короче говоря, меня убили. Убили меня. Бля, могли бы меня избавить, кстати, от этого вот всего. Поднять электричество, воспользоваться. Сразу бы с файта бы начали. Ой. А где у меня дополнительное здоровье? О. А то тут врагов нашвыривает. Так-то босс не очень-то простой. Тут еще и сверху на тебя всякие летуны, блин, приближаются и так далее. Давай, прыгай ко мне. На-ка, ёпта. Ой, куколка. А вот парирование не сработало. Ай-яй-яй. Почему парирование не работает? Вот, по идее, я должен сейчас его оглушить был. Но нет. Ай-яй-яй. Кстати, а чё он, интересно, не лечится? Тут надо, блядь, за всеми смотреть сразу же. Он же тоже атакует. Бля, еще один есть. Я знал. Ну, долго перезаряжался. Чтобы он не регенил, ему надо прям эти все патроны в него выпустить. Сука, они меня еще врагами закидывают. Вы угораете, что ли? Ну, стреляй. Блять, вот тут тоже, то ли стрелять на него в этот момент. Козлина, ты сейчас сдохнешь же по-любому. Все, наконец-то. Все равно ты как-то с ними бьешься, по-моему, на уровне как попало. Да, очки, хорошо. Качнем сейчас. Обязательно. Обязательно. Деньжат-то не хватает, да? Так. Что из этого можно прокачать? Убийство находящегося в воздухе врага гарантирует получение энергетического элемента. Да нужны мне они. Следующая атака комбинации ближнего боя выполняет сразу
выполняется сразу. Ну ладно. Вот это что такое? Удары по уязвимым местам врага. Исцеляющий элемент. Ага, то есть если ты вовремя... Ну, кстати, бывает, что такое, успеваю в них стрелять. Главное, вот в кружок вот этот сходящийся попасть. Будет норм. Давай хилки пробовать зарабатывать. Они нужны как бы. Бабла немножко подобрать. Так, оттуда я пришел. Нам туда. Записочки. Больше всего меня пугают летающие существа. Они перемещаются скопом и защищают недавно обращенных кровопийц, как шершни, охраняющие улей. Иного предназначения я найти не могу. Вероятно, они даже также добывают пропитание и разведывают местность. Скоро так-то босс будет. Это еще не был боссов. Вот он, крот. Господи, что это такое? Да, мы сейчас с ним будем драться. Что-то я не врубился. То ты вниз, вверх можешь идти. Ну тут, скорее всего, нычка какая. Да, нычка. Причем они делают секреты, которые этот какого? Которые еще ты сам должен прокачивать за свои очки. Новый образ. О, что это такое? А. Так срать вообще, как винтовка твоя выглядит. К тому же шкурок тут, я смотрю, не очень-то много. Куда делась эта штука? Ну, эта штука где-то рядом. Ну, парирование, правда, что-то как-то случайно работает. Он на тебя вроде босс этот, ну, мини-босс на тебя прыгает. Я говорю, приближаясь к гнезду. Босс на тебя прыгает, ты вроде нажимаешь вот этот щит, но все равно как бы удар по нему не проходит. Ну, он не глушит его. Может, только мелких врагов можно щитом этим глушить. Да тут у него столовая, я смотрю. Ну и вонь. Давай, босс. Ну сейчас также на этом, на уровне, как получится, постреляем. О, норм. Я хилки себе выбил. Неплохая способность, кстати. Давай, кто кого, на мужика. Не очень. Ай-яй-яй. Блядь, да они со всех сторон вот и пиу-пиу, вот эти вот звуки появляются. Да, придется мелочь сначала завалить. Нет, я был первым. Ладно, давай сейчас перекур. Продолжим. Я подойду.
Я вообще не понял. Смог ли я его хоть раз парировать? Не нацелиться пока. Не берет их парирование, походу. Да, они атакуют со всех сторон. Ой, беда. Все, валим. Блять, но все равно меня задел. Хорош. Где он? Я думал, он подо мной. Все равно это не работает. Может, я что-то не так делаю? Так, давай рисковать не будем. Пока не полное здоровье, я к нему не подойду. Ай-яй-яй. Плохо дело. Блять, опять мелочь прилетела. Нахуй меня укроюсь лучше. О, тут еще эти пожаловали. Сложно. Слишком много врагов разных. И, как правило, все тебя атакуют. Да, блядь, я застрял. Нет. Сучонок, он все равно попадает. Давай, побежали к хилам. Может, его так побить? Да ну, эффективности мало, кстати. Что ты так в него стреляешь? Ладно, сейчас полечимся. Ну, где? Где хилки? Я уже готов лечиться. Но долго перезарядка. Вообще не так. Зачем я с дробаша шмальнул? Где он? Я уже потерялся, как к нему притягиваться. Вот так. Что делаю вообще? Переборчили, по-моему, они чуть-чуть с управлением. Эй, мэн, они сейчас меня вдвоем завалят. Где он? Не, парирование на боссах не работает пока. Здрасте. Да, не просто. Боже, таких тварей мне убивать еще не приходилось. Согласен.
Этого можно отстрелить? Или вот этого? Никого нельзя. Стой, я хочу вот эту штуку собрать. Что это такое? Блин, не успел. Ау, есть тут кто? А, точно, мы же этого агента, летописца ищем, который у нас бестиарий составлял. Блум, это ты там внизу? Да, это я, но кто? Ух ты, вы Джесси Рантье, сэр. Раз чудесно. Под трупами лежит. Прятался. Разумно. Объясни, что тут произошло, Блум. Когда пошли слухи о новом виде кровопийц, меня отправили сюда для проверки. Я прибыл сюда и столкнулся с группой фамильяров. По-видимому, их послали сюда хозяева. Это фамильяр? Как человек мог так быстро превратиться в эту штуку? Прекрасный вопрос, сэр. Полагаю, трансформация каким-то образом связана с кровью этих созданий. А вот как? Я пока не выяснил. Нам лучше отнести одну из этих штук в лабораторию. До сих пор не могу понять, что тут делали эти фамильяры. Как я понял, им поручили перевозки. В их конвое были тележки, полные каких-то любопытных верхних маленьких созданий, привезенных из лесопилки. Тогда стоит отправиться туда. О, здрасте. Такой бордель. Копеечный просто. Кстати, в RDR 2 было точно такое же здание. Да, в RDR 2 мы с Микой, по-моему, бухали и с кем-то еще. В таком же заведении. Прям чуть ли не точная копия. Собирать нечего, да? Давай поищем, может, что собрать можно. Там какая-то записочка. Вот опять же, вот ставишь блок, притянуться на ту же самую, по-моему, кнопку, что и выстрелить с дробовика. У тебя каждая атака, она завязана с комбинацией клавиш. Атаки прикольные, атаки разнообразные, но их, по-моему, много очень. Путаешься. Март 66-го. Хоть война между штатами и закончилась, более масштабная секретная война продолжается. Многие люди, не оправившись от военных ранений, оставивших шрамы на их умах, душах, телах, стали легкой добычей для жестоких кровопийц. Поэтому мы должны объединить усилия. Наша команда ученых работает над устройством, которое может позволить нам одержать верх в этой битве. Для укрепления наших позиций я официально передаю свои полномочия Эдгару Грейвеннору. Естественно, я продолжу работу из домашнего офиса. Я благодарю вас за службу, да благословит Господь всех нас. Директор Вильям Рантье. Где деньги, Липовские? Почему бабла нету? Ты куда так спешишь? В баре закончился виски? Джесс, когда мы затащили сюда твоего отца, он был весь в крови. С ним все будет в порядке, он слишком упертый, чтобы умереть вот так. Я повидал немало боевых ранений. Что же до Вильяма? Наверняка половина этой крови даже не его. Должно быть, пока повсюду падали дирижабли и прыгали ведьмы. Даже не знаю. Может быть, клещи хотели не просто всех разнести, все разнести. Возможно, они заразили его. Черт, не может быть. Джесс, придержи лошадей и просто подумай. Они проникли в институт и вот так позволили вам с Уильямом уйти? Джесс, когда клещ обращает фамильяра, они формируют некую связь. Хозяин может заглянуть в разум слуги. Что если они сформировали связь, скажем так, с человеком, который разработал твое оружие?
Эдгар, на случай заражения у нас есть четкий приказ. Заражен, значит мертв. Это его слова. Выдыхай. У меня есть идея. Помнишь ту хрень, которую я нашел на озере Марепа? Растение, из которого мы планировали сделать лекарство. И не собирайся рисковать жизнью отца, вливая в него какой-то волшебный болотный отвар. Тузов у нас в рукаве больше не осталось, Джесс. Дабано и его большое творение. Я точно ни черта не хочу идти в бой без генерала, а ты? Ладно, думаю, растение все еще в руинах поместья. Я проверю, осталось ли что-то от лаборатории. А ты? Я пойду, ты лучше позаботься о перчатке. Да срать, я хотел на эту чертову перчатку. Я не буду сидеть сложа руки, пока мой отец отращивает клыки. Никто тебя не заставляет. Если меня сапают от поражения, нас будут отделять только ты и эта перчатка. Я справлюсь, ясно? Приглядывай за любознательной докторшей и не отходи от Уильяма. На случай, если я не вернусь вовремя. Встретиться с Эмилией Блэквелл в ее лаборатории. Прошманде. А что, у них и здесь еще лаборатория? Я прям смотрю, у них филиалы на каждом шагу. Денег нет? Денег нет, но вы держитесь. Это прям секретная лаборатория. Стой, а я тут не был? Да, вон там вот можно было способности сбрасывать. Погоди. А здесь только способности сбрасываются или улучшения для оружия? Сброс улучшений особенностей. Не, если я, наверное, нажму, они сразу же сбросятся, а потом ты дальше будешь, заново их распределять. Я уже не запомню, что я качал. Но местами прям игра становится непростой. Это меня и тревожит, такой за ночь не организовать. Мы воюем уже много веков, они постепенно меняются, как и все живые существа. Ничего удивительного в том, что они наконец начали эволюционировать. Давай. До недавних пор кровопийцы размножались, обращая в фамильяров. Процесс медленный, но эффективный. А сейчас появился новый вид, который плодится словно кролики. Этот вид свиреп и подвижен, но его по-прежнему нельзя назвать следующей ступенью эволюции. В какой-то степени это шаг назад, поскольку новые существа глупы и кровожадны. Обычное пушечное мясо. Так, Абана представляет себе армию. Просто люди, обращенные в прислужников, или кем там они, эти грязные, являются. Грязнокровные. Точно, сэр, чудесное замечание. Думаю, чтобы узнать наверняка, нам надо изучить лесопилку Маккаллума. К лесопилке просто так не подобраться. Без работающей перчатки нам не удастся развеять морок. Значит, сейчас самое время проведать местного гения. Дай перчатку почини. Боже, почему я такая свинья? Бумага кругом бумага, тут ни черта не найти. О, привет. Осталось. Мама родная, где мои заметки? Как мы знаем, феномен самоиндукции Фарадея. Верджил, давай полегче со словечками. Ты говоришь, что с полевым агентом. Диавделя многофазовая система. А вы точно не хотите слышать радиографическую шутку о... Неважно. Вот. В двух словах, я исследовал устройство прерывателя и обнаружил проблему. Он потребляет слишком много энергии.
Лучший инженер-институт? Может быть, прежде чем затыкать Вирджилу рот, мы дадим ему шанс объясниться? Нельзя уменьшать устройство до бесконечности. Если вам нужен работающий прерыватель, вам придется смириться с тем, что он не будет, как любезно заметила Эмилия, полевой агент. Я работаю в поле, понимаешь? Если перчатку нельзя носить с собой, она бесполезна. Не хочу на тебя набрасываться. Кажется, хочешь. Но если перчатка не заработает, всем конец. Сможешь починить? Что ж, если бы я мог достать парочку катушек от изначального прерывателя... Лады, где мне их найти? То есть мы сначала сейчас соберем все необходимые запчасти, и потом будет работать рука. Недавно нам сообщили о визуальной аномалии в Бакстере, шахтерском городке. Оказалось, это был морок. Директор Рантье направил меня сюда с ящиком тяжелых электрических катушек. Они должны были помочь нашим инженерам развеять иллюзию. К сожалению, прежде чем команде удалось собрать какие-либо данные, клещи уничтожили ячейку. Должно быть, они прятали там нечто крайне важное. В живых никого не осталось. Как мне узнать эти катушки? Ищите миниатюрный электрический. Все, ладно, так не пойдет. Собирай барахло, выходим через 5 минут. Вдвоем пойдем с ним искать. А то у нас... Я пойду первым и расчищу путь. Постарайся не умереть, иначе Блэквилл с меня шкуру спустит. Да, мистер Джесси. Найти заброшенную ячейку и R какую-то. А, у меня типа одна есть. А, нет, подожди, это батареи. Все, туда никак. Ну хотя бы не все желтое. Теперь у нас все серо-синее какое-то. И белым. Ну, в принципе, освещение получше. Надеюсь, я мужика этого смогу потом подобрать. Записочка. Дорогая Элис, надеюсь, вы с детьми в порядке. Вчера мы наткнулись в шахтах на нечто, не поддающееся объяснению. Представь себе стену из драгоценных камней, которые тверже кристаллов. Ангус безрезультатно пытался разбить их с помощью динамита. Начальство приказало Ангусу использовать больше взрывчатки, но это лишь спровоцировало обвал. Мы многих потеряли, включая Ангуса и Иствуда. Будем перчатку прокачивать, чтобы у нас, скорее всего, заработал вот именно берсерк. То есть, когда он просто прыгает к одному, ко второму, к третьему сразу же и убивает с одного удара. Я что, уже выстрелил, что ли, разок, да? Вот так вот. Так, определиться бы надо, как нам притягиваться. Он прям закидывает меня. Нет. Они и так сдохли. Вот этот момент, ну, я не могу все запомнить, как притянуться, если у тебя блок стоит. Притянуться и либо подтащить. То ли Y, то ли А. Блин, есть же управление, о чем это? Так, схема управления. Исцеляющий модуль. Хорошо. Калечащий стержень. Использовать, уклониться. Обрез перчаткой. Выстрел с оружия. Так а комбинации-то я уже не помню. Перемещение. Дело в том, что я комбинации-то, когда меня учили этим комбинациям, я играл на клавомыши.
огнемет, пулемет. И взрывчатка будет еще. Ну ничего себе. Винтовка и арбалет. Очень много оружия, серьезно. Где сами кнопки-то обозначения? Все? Так. Блин, давай тогда искать как-то управление, что ли. Вот с хлопушкой. С хлопушкой, когда ты комбинируешь удар, притяжение и наоборот. Ой, ладно. Так, снова развилка, кстати. Я отсюда пришел. А чё так развилок так много? Денег побольше начали сыпать сюда, все. Нет, подожди, я вот отсюда пришел. А если мне к нему спуститься? Этого нельзя сделать. Видимо, я потом отсюда приду обратно. Сейчас мы тут все дела сделаем. Слушай, нет, это просто типа секретная какая-то. Ну не секретная комната. Просто комната с лутом. Тогда куда мне? Может пострелять надо? Нет, все нормально, он слез. Удалось найти катушку. Нет, должно быть, они перевезли куда-то по этим рельсам. В смысле, что оставили здесь агенты. Пожалуй, надо бы испытать в деле. Спасибо. Калечащий стержень. Короче, крест у нас как в этом, у Кастельвании. Бельмонт у нас... Как там оно называлось-то, блин? Часть Кастельвании. В общем, он с таким же крестом бегал. Это устройство выпускает разряды тока, которые временно отключают и поражают электричество врагов, но не причиняет вред людям. Некоторое время перезаряжается после использования. Чтобы использовать, нажмите Y, глаза можно не закрывать. Ну, глушилка местная, короче. Притянулся. Вот как притянулся? Притянуть к себе. Это на X. Или нет? Да, на X. Сейчас попробуем телепортироваться. Крест этот, кстати, животворящий, долго перезаряжается. Так, ну...
Одним меньше. Почему не работает? Притянуться. Щит, главное, работает. А притягиваться не могу, хотя это у всех горит. В чем дело? Я сейчас скоро сдохну. Давай-ка покатаемся. На, я все равно на шарик напоролся. Не всех я оглушил. Да почему не работает? Я не знаю, почему не работает это притяжение. Либо парирование. Ну, парирование это вроде работает. Чего патронов не мешало для винтовки. Короче, я походу долго, да, разбираюсь с управлением. Надо просто лупить по кнопкам и все. Ну куда ты, блядь? Он в толпу прям с своим побежал. Вот эту падлу первое завалить. Да ну, они сейчас тебя тут банды окучат просто. Куда ты лезешь? Или нет? Ну-ка, давай еще раз попробуем вот прям так полупить их. Чё вот этот, я вообще не понимаю, ну, зачем этот удар по земле сделан? Он им ничего не делает абсолютно, ровным счетом. Блять. Тихо, ко мне жуки бегут. Кто сзади? Как этот утырок бесит, а? -1. Быстрей. Не дают нормально мне зарядиться. То работает, то не работает. Вот одного оглушил, второй тут же тебя ударяет. А сейчас вот удар по земле вообще ни о чем просто. Странно, ну ладно. Как-то это прокатило. В общей сложности. 1890 год. Бакстер. Появление этого изобретения ознаменовало начало новой эры. Это чудо современной науки наделит нас невероятными возможностями, подобно изобретению многозарядной винтовки и пулемета Гатлинга. Оно произведет революцию и позволит нам одержать победу в этой кровопролитной войне. Да, давайте уже мне пулемет какой-нибудь. Гранат побольше. Вот непонятно, ты какой комбинацией должен сочетать притяжение противника и отдаление? Может еще раз управление посмотреть? Ну ты просто можешь, блин, зеркальные. А где вот эти вот?
Ам. И управление. Записочки, хорошо. Вот, подожди-ка. Это не то. Лечение, понятно. Перкоды, понятно. Угу. Угу. Нокаут, это ясно. Тоже добивающий удар, добивание. Тоже фигня. Револьвер. Понятно. Грубая сила. Да. Новые пули. Новые пути. Перкод не то. Винтовка нет. Вот. Блок с хлопушкой. Это понятно. Притягивание. Я вообще не те кнопки жму. Я понял. Ну, как бы те. Угу. Все. Пошли спробовать. Надо вперед и назад нажимать просто. Так, походу, будет попроще. Проверим. Мне нужна драка. Бля, что так много записок? Медальон, рисунок, кажется, индийский. Что тут изображено? Без понятия, мужик. Найди другой спуск. Так, это, подожди, мы сейчас одну тележку откатим, а вторую толкнем. Сколько на нем всякого барахла висит. Господи Иисусе. Так, прежде чем тележки всякие толкать, давай-ка мы это... Мы отсюда заберемся. Разницы-то никакой. Доп здоровья. Шикардос. Сейчас драка будет, кстати. Какая-то серьезная. Так, с одной стороны мы мост опустили, теперь давай с другой. Теперь тележку толкаем. Ну, точнее, вагончик. Вагончик тронется. И наверх. Я сейчас сначала еще туда зайду. Туда никак. Туда потом. Теперь, говорит, можно идти. Блин, что мне вагончик этот толкать обратно? После драки. Хорошо. После драки. Я тут в текстуры чуть-чуть провалился. Блин, надеюсь, что он целый вагон утащит на своем горбу. Да, норм. То есть один мужик, вроде он обычный человек, он может утолкать целый вагон угля. Нормально. Вагон, кстати, без упоров. Ничего-то, что он может покатиться назад. Кстати, вон там какая-то нычка. Что тут такое? Немножко денег.
Деньгами, кстати, особо не балуют, как и способностями. Они вот каждые 5 минут тебе всякие вот эти награды не дают. Не знаю, может это к лучшему. Типа, чтоб ты разумней качался. Ну, в целом игра как бы, ну, не совсем прям простая. Местами тебя врагами заваливают, просто кошмар. Я нашел, говорит, короткий путь. Какой-то он неказистый Верч. Конечно же, не работает. К счастью, у нас есть верный помощник, который разбирается в механизмах. Что он такого сделал? Просто рычаг вниз подвинул и все. Сейчас мы испробуем, кстати. О, норм. Я понял, как работает парирование. А точнее не парирование, а добивание. Сейчас. У меня аж отлегло, короче. Где он? На-ка. Мы сейчас теперь всех будем этими шоками, электрошокерами бить. Да, так куда проще играть. Мистер, погоди. Эх, жалко дополнительных лечилок не собрать. Ну, давай, иди сюда. Теперь вот куда проще на самом деле. Когда разобрался, как парирование это работает. Ну не парирование, а это... Дичь-то это, притягивание. Просто их к себе всех таскаешь, можно даже не перемещаться. И они как бы в стане стоят, а ты им набиваешь. Иди сюда. Главное момент выждать, чтобы тебя не атаковали. Вот так вот. Добиваем. Все, он подох. Там у него, кстати, лечилки еще валяются. Их бы подобрать еще было бы очень здорово. Ну никак. Так, что, куда? Вон там надо включить. Больше ничего собирать же не надо. Ну тут проход еще. Тут секреточка какая-то есть. Тоже немного денег. Пойдет. Но у нас еще будет куча оружия впереди. Кстати сказать. Один есть, еще два, потом сможем открыть ворота и спуститься. Угу. К проводам надо идти. О, ты как здесь оказался? Стоит. Поближка. Как наверх? О. Да, на геймпаде теперь гораздо проще играть, чем на клавомышь. Да, ты целишься не очень точно, но не всегда тебе прям надо стрелять-то. Когда все стало на свои места, играется гораздо проще. Так, это у нас второй, да? Сейчас мы третий зажжем. Еще. Второй есть. Туда надо, да, переходить. Вон там, да. Выключатель этот. Погоди. Я еще тут хочу осмотреть. Вот.
Везде по чуть-чуть денег сейчас соберем, как говорится, с миру по нитке, голому рубаха. Есть небольшое автонаведение. Правда, не всегда работает, но нормально. На клаве просто с этими вот всеми комбинациями, с лечением и так далее, вот удар об землю, пальцем можно сломать. Это же у нас полушутер, полуслэшер. Поэтому лучше на геймпаде лобать. Все, нам надо как-то возвращаться. А, вот. Ехоу. Индиана Джонс. Сэр, ну вы в этом уверены? Я сказал, что по рельсам мы доберемся быстрее всего. Путь, конечно, быстрый, но безопасный ли? Сомневаюсь. Ну ты зануда, Вердж. Сесть в тележку. Да запросто. Чё? Да, это надо на скорость стрелять. Ну прям реально Индиана Джонс. Давай, сейчас сделаем. Я думал, как-то надо будет подпрыгивать, знаешь, как в платформерах этих типа Донки Конга. Так, там цель я вижу. Хорош. А туда, если поедешь, то чё? Ну, видимо, покойник. Это прям действительно Индиана Джонс. Найти вход в ячейку. Здрасте. Но я подобрался ближе. Давай денег возьмем. Эй, мистер Джесси, вы в порядке? Значит, другой путь вниз все-таки есть? Не сомневаюсь, ваш путь был куда интереснее. Вам стоит это увидеть. Сейчас, подожди, обязательно посмотрим. С помощью этого станка вы сможете самостоятельно улучшать ваше устройство. Погодите, я только что стал бесполезен? Нет, без тебя нам не над кем будет смеяться, правда? Что это такое было? Бластер. Доступно электрическое улучшение для револьвера. Улучшенная с помощью электричества версия револьвера Рантье, наносящая большой урон. Угу. Выпущенные пули могут скакать между врагами. Прикольная штука, только денег пока не хватает. Еще надо $600. Печалька. Ладно, как-нибудь возьмем. Почему эта штука горела? Чертеж дали? Апгрейд сдать забыли. Ну понятно, я, видимо, может быть, на что-то другое потратился. Все, да, больше собирать нечего. Ладно, пошли вниз. Опять этот утырок.
Ну, теперь хотя бы у нас побыстрее заряжается дробовик. Сейчас мы его чуть шустрее сделаем. Блин, надо ближе к нему подходить. Давай, атаковать-то будешь? О, наконец-то. Ну, давай так вот, с револьвера в него постреляем. С ружья. Вон там уже мелочь прется. Тихо. Это мои хилки бегали. Иди-ка сюда. Уходим. Ай-яй-яй. Да, сигарету у меня засрали каким-то говном. На-ка тебе, мистер. Ой, надо уходить. Вот этого мне сюда. Блядь. Ладно. Давай мы, короче, прервемся на этом. Продолжим на следующем стриме проходить эту отличную игру. Вот. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, всем удачи и пока.